Я столько раз Ты ошибся. не ошибся, ты купил опыт. В итоге почему Почему да. крипта? Ну, крипта — это деньги. Как ты себя позиционируешь? Не хочется кодить. Ребята, это очень важно, назовем это правильной диверсификацией. Да. Не торкает, так сказать. Что для тебя YouTube? Раз в комментах там пишет Дуров. Там. Я не буду излагать свое мнение, потому что... Это дает буст. То Офигеть. есть я использовал как самый фундаментальный актив — это эфир. Сейчас рядом с тобой нужно поставить гифку, где вот этот хомячок, его подвешивают, бедного. Да, вот его... Привет, вы на канале Crypto Hustlers, и мы продолжаем тон сезона. И сегодня у нас, конечно же, тоновский гость, как может быть по-другому. Эксперт в экосистеме тон, Telegram, можно сказать, олд в тоне, криптоинвестор, трейдер и блогер. Кто ты еще, Серег? Привет. Очень рад тебя видеть здесь. Привет, меня зовут Сергей, фамилия у меня Гирба. Это вот Очень важно, интересно. потому что очень многие путают и там... На конференциях везде там пишут с опечаткой, и потом ходишь там с другими бейджами, то есть запомните, Крипто Гирба. Вот, это Сергей Гирба, канал Крипто Гирба. Да, все твои каналы, все ресурсы называются Крипто Гирба. Да. На самом деле очень запоминающая фамилия. Я думаю, что это псевдоним, но это реальная фамилия. Это реальная фамилия, это как фамилия и бренд будет. Кайф. Это очень удобно. Все, мы подпишем, бренд будет, все будет написано. Скажи, пожалуйста, очень интересная история. Мы, когда с тобой познакомились, кстати, можно сказать, на ивенте, да, мы пообщались впервые, не на Ton International Meetup, наверное, это На был... Telab. На Telab, да. Мы когда с тобой познакомились впервые, ты сказал, что у тебя интересная история, которая очень похожа на мою. Есть традиционный путь с крипты на завод, ты с завода на крипту. Я, кстати, так же. Расскажи о своем пути, очень интересно. Ну, можно даже на ранг пониже, потому что начинал я с дворника. Кайф. То есть... Смотрите, Вот, из дворников криптомиллионеры, мы это вынесем в заголовок. Давай, погнали. Вот, то есть, ну, это с 14 лет, понятно, это в формате подработки, то есть я начал работать прям с 14 лет, пошел дворником. Там, первая зарплата 1300 рублей, я вот прям помню. Это, не помню, какой, ну, это 2000 лохматые года, то есть это очень давно. И потом каждое лето я работал. И работал на кожзаводе. А на кожзаводе я работал на конвейерном таком производстве. Там нужно было загружать кожу в аппарат, который ее красит. И так 8 часов, то есть смена. Там давали молоко за вредность. Да, я же это помню, что это тяжелое производство. Это тяжелое вредное производство, да. Но оно заключается в том, что тебе привозят куски кожи, ты их кладешь в аппарат, они с другой стороны выезжают, там другой человек их выгружает. А я вот либо их загружал, либо выгружал, то есть с двух сторон этого аппарата. И заливал нужного цвета краску. То есть вот так вот работал. Потом на этом же заводе я там был как разнорабочим, там все таскал, что-то красил, там меня куда угодно там пихали. То есть такой вот опыт был, поэтому на заводе я был, знаю, что это такое. Вот, на этом больше можно не останавливаться. Это да? ты с малого возраста, получается? Это с малого возраста, да. То есть на заводе это вот 17 лет мне было, то есть где-то вот так и работал, да. И я тоже в сознательном возрасте, понятно. Нет, в сознательном дальше уже пошел, когда вот путь дальше. Так или иначе компьютеры были всегда у меня рядом. У меня отец тоже айтишник, поэтому у меня компьютер был изначально, то есть в семье. Он появился, и он был всегда рядом. Я, конечно, изначально прям не родился, не программировал там ничего, но он был рядом, поэтому я это все наблюдал, видел. Там, у других были там приставки типа Dendy, Sega, а у меня уже компьютер. То есть это было некое преимущество такое. Но это круто, не только геймил, наверное, тебя сразу приучали. Да, а у меня вот первое, что я в код пошел лезть, это я модифицировал игры. То есть пытался делать моды на какие-то игры, читы вводить. Читерить, я понял. Читерить, там потом лезть в код. Там раньше игры были менее защищенные, там можно было, в принципе, все перелопатить. Вот, какие-то прикольные там делать моды. И вот с этого все пошло, то есть компьютер рядом, я увлекся еще настройкой компьютера, вот это все, то есть всем знакомым настраивал компьютеры, ко мне обращались как к компьютерщику, ну это как такая и подработка была, там где-то по чуть-чуть платили, либо просто друзьям просто по фану помогал, сам экспериментировал, вот, И так ты, видимо, перетек в Web2 разработку. Да, так я перетек в Web2 разработку. В универ я тоже по специальности пошел, то есть инженер-программист. То есть у меня прям так и есть. Закончил универ вот с красным дипломом, кстати. Учитесь хорошо. На самом деле, как бы вот меня часто спрашивают, а стоит ли вообще идти в универ, да? То есть сейчас, кстати, заметил новомодное веяние молодежи, типа пошел, получился, не мое, и пошел работать. У многих это в историю успеха перерастает, но мне кажется, это не тренд, должен быть всеобщий. Есть ошибка выжившего, то есть такое такого рода. Нет, я отучился, но универ, не сказать бы, что он мне много дал именно вот как по специальности, потому что технологии очень стремительно развивались, и программа, она не успевала, в принципе, за ростом этих всех технологий. Конечно. Вот, и единственное, вот там был полезный преподаватель, он преподавал нам PHP. Я, в принципе, уже на PHP тогда и писал, там, свой стартап делал в период универа, и, в принципе, на нем уже писал, я уже все знал, но это вот единственная польза, которая вот была. И да, я ушел в Web2 разработку. Сначала как получилось? Я вдохновился Дуровым
и Цукербергом. Я посмотрел, на чем они, как они делали Facebook и... Дуровым это когда еще ВКонтакте. Еще ВКонтакте, да. Шикарно. То есть, когда зарождалось только это, я полез изучать, как они его сделали, на чем они его написали. И там внутри изначально было PHP. То есть сейчас там все обросло вот это, и я такой, окей, значит, я тоже могу сейчас взять и сделать свою соцсеть. Подожди секундочку, вот интересный поинт, я, извини, что тебя прервал здесь. Очень классная история, я вдохнулся Дуровым еще в те годы, когда Telegram не было, да, то есть и в помине он занимался ВКонтакте. Скажи, пожалуйста, у меня почему-то, я на самом деле очень неактивный пользователь соцсетей, то есть я сейчас только телегой пользуюсь, а в определенный период времени своей жизни там у меня не было ни Инстаграм, ничего. И мне казалось, что ВКонтакте это типа форк Фейсбука. Так ли это? Или это все-таки уникальная вещь и определенная разработка Дурова? Это так, это практически один в один был клон, то есть даже там по коду, если можно было посмотреть, местами было один в один, но потом они пошли просто по разные пути выбрали. Facebook в одну сторону начал развиваться, ВКонтакте в другую. И ВКонтакте технологичнее и лучше, на мой взгляд, чем Facebook. Серьезно? Да. А можешь дать пару отличий? Интересная тема, вот никогда не касались этого. Ну просто вот когда, Facebook, они уже огромными становились, да, и, видимо, там вот эта бюрократия задавила, и там... 8-й год точка роста, если память не изменяет. Первый буст Фейсбука, когда они вводят то, что сейчас называется мини-эпс, не знаю, как правильно сказать, у Фейсбуке появляются, видимо, какие-то тоже игровые приложения внутри и прочее. Я смотрел статистику, и 2008 год, это рост Фейсбука по экспоненте, прям буст пошел. Да, но еще, может, сыграло региональное отличие, потому что Facebook там больше на Америку, оттуда Конечно, все пошло, конечно. И они как-то по-другому сервисами пользуются, а для нас это неудобно. И у нас вот как-то лучше над дизайном поработали, как на все там UX-дизайнеров, может, наняли получше, либо как-то экспериментировали, и так или иначе получилось, что ВКонтакте он удобнее и приятнее им пользоваться, чем Фейсбуком. То есть, это было заметно, но сначала изначально они как копипаст сделали, грубо говоря, поменяли там логотип, все, теперь это не Facebook, а ВКонтакте, локальный. А дальше уже пошло развитие, дальше они уже там под капотом все меняли, там PHP они переделали, там был KPHP, по-моему, называется. А я просто на это все смотрел, что, раз так можно сделать, значит, я что-то могу подобное сделать. Вот, полез в PHP, а тогда, фреймворков особо не было, ничего не было, то есть ты на чистом PHP пишешь. Вот, и я задался идеей в универе сделать какой-нибудь проект типа соцсеть. Вот, и сделал соцсеть для фотографов и моделей. Она называлась promorate.ru, то есть, возможно, кто-то знает, сейчас этот проект закрыт, он проработал прилично лет 10, и я его написал полностью с нуля сам на PHP, без фреймворков, и сам там и дизайн и прочее, то есть мне кто-то там, помогал, сокурсник с дизайном там первичным, как это строить, а так начинал так. И я даже подавался на заявки, там был Startup Fellows, по-моему, называлась программа от ВКонтакте на гранты. И я подавался тоже в эту программу участвовать, чтобы получить грант. Я эту программу не выиграл, мне грант не дали, там какой-то другой проект по медицине тогда победил. Но все равно я был там в списках, то есть там я помню, раз в комментах там пишет Дуров, там, а сколько пользователей? Я такой, ничего себе, мне Дуров пишет там в комментариях. Я такой, ого, я такой... Сергей писал лично Павел Валерьевич. Да, не из Парижа, конечно, да, как сейчас, но писал. Это круто. И я уже тогда, думаю, вроде нормально, но у меня же опыта нет, у меня семья простая, предпринимателей вообще рядом никого нет, друзья там обычный двор, то есть я из региона, да, там город Серпухов, и нету примеров таких, как там делать стартапы и прочее, то есть ты как-то просто где-то посмотрел, как в кино увидел, где-то услышал, там в соцсетях где-то прочитал, как это работает, и что ты пытаешься делать. Но ты вдохновлялся, у тебя правильные... Я просто вдохновлялся и пытался как-то повторить в своем русле. И был еще такой проект, но сейчас есть 500 пикселей. Возможно, тоже слышал о таком? Нет, я, к сожалению, не Это слышал. тоже соцсеть для фотографов. Она тоже имеет российские корни, но потом передислоцировалась в Канаду. И она была как раз моим конкурентом по моей соцсети. Я помню, что я приехал на какую-то конференцию, Яндекс, что ли, устраивал, и там был основатель той соцсети. Я потом подходил у него, спрашивал, что они планируют сделать дальше.
он как бы мне это говорил, и я старался сделать это первее, чем они, то есть такой вот как шпионаж. Промышленный шпионаж. Промышленный шпионаж, да. Слушай, ну это очень интересно, и получается отсюда начинается твой путь Web 2. 10-летний путь Web 2. Да. Ты занимался Web 2 разработкой, и в связи с этим у меня возникает сразу такой вопрос. Почему, это же органичное перетекание из Web 2 разработки в блокчейн разработку. Почему ты, когда связался с блокчейном, не выбрал Dev своей основной направленностью, ну так скажем, уже в блокчейне? Смотри, здесь... Или просто тебе задолбало кодить, и ты решил, Меня что... задолбало кодить, я кодил на Web 2, там в основном это CRM-системы, ERP-системы, то есть автоматизация бизнеса. То есть это не просто сайты делать, а именно там автоматизировать различные процессы там на производствах. О, слушай, это интересно, это же не просто скодить нужно. Ну, это вот там в логистике, там, например, там вот. Не, к тому, что это нужно, ну, типа, выстроить бизнес, ну, как сказать, да, научиться выстраивать определенную логику бизнес-процесса в CRM-системе. Да. Она же, я просто занимался интеграцией CRM-системы, это действительно сложно, и она редко когда интегрируется, потому что, люди сопротивляются, руководитель, который интегрирует сверху, не может выстроить правильный процесс, даже если она блочная. А уж человек, который пишет, должен, в голове визуализировать эти вещи. Да, интересно. Да. И тут как раз-таки такой есть тоже тейк, который многие, может, программисты не до конца понимают, но бизнесу не важно, что у тебя там на бэкэнде и вообще что происходит. Они приходят с реальной вот задачей. Да. Нужно сделать так, чтобы это работало, это вот там здесь сэкономило, здесь принесло прибыль. И я вот всегда с этой точки зрения смотрю на разработку, то есть если ко мне говорит руководитель, что там нужно сделать так и так, там что-то такое, чтобы бизнес лучше работал, больше зарабатывал. Соответственно, я ищу решение, какое будет более быстрое и оптимальное, но без идеального кода. Да. То есть не нужно, потому что так можно засесть и этот код постоянно пилить и срывать все сроки. А нужно сделать так, чтобы оно работало. То есть и работало прям вот сразу, желательно, чтобы еще можно было посчитать экономический эффект. Угу. Вот. И, собственно, самый... То есть в этом аспекте перфекционизм — это зло, получается? Да. И я всегда вот у себя в работе Web 2 всегда ставил в приоритет, то есть задачи бизнеса надо решить, код вторичен. Вот. Классно. Интересно. Так, так вот. В итоге почему крипта? Ну, крипта — это деньги. Нет, пока не почему крипта, а почему, уйдя в Web 3, ты не сконцентрировался на разработке, а все же занялся другими направлениями, о которых мы поговорим далее. Какие направления? Вот. Не перешел, потому что я уже перегорел и перенасытился разработкой. Понятно. Мне уже не хотелось, то есть ты как бы от джуна до лида уже как бы весь путь пройден, и ты дальше уже, мне не хочется кодить вообще. То есть я могу кодить, я могу в принципе сесть, я думал там, давай сейчас сяду и тапалку напишу, да. В принципе я могу это просто в соло сделать за неделю, но зачем как бы, но мне не хочется, то есть у меня должны загореться глаза, что я это хочу, и возможно я как-нибудь возьму и сяду и что-то сделаю. Но сейчас не хочется, не торкает, так сказать, и не делаю. А если подойти к этому не с точки зрения кода, код ведь это составной кирпичик этой истории, стартаперской искры не возникает здесь, нифига себе, я сейчас бахну свой проект, например. Ну вот пока, видишь, не возникло, но она может возникнуть. То есть, я согласен. Возможно, через какое-то время я такой посижу, посмотрю все, что происходит, вот эта вот вся насмотренность мне поможет. То есть эта насмотренность, она мне помогала как бы в предыдущих там проектах. Там, конечно, уже, она расширяет твой кругозор. Да, кругозор расширяется, и, соответственно, может, что-то я такое и запущу. Вот. Но пока просто на этом не сосредоточен, я отошел от кода, и как бы вот там даже последнее место работы, в принципе, сейчас меня тоже опять туда позвали, вот, так сказать, на полставки, вот. Но там уже не нужно кодить, там нужно уже просто анализировать систему, раздавать там задачи разработчикам, все это в комплексе собирать, то есть такая больше как... Product owner какой-то, или как технический менеджер проекта, я бы вот так. Это, в принципе, меня устраивает, потому что там я разговариваю с людьми, знаю примерно, как все делать, но сам руками код не пишу. Но при этом ты можешь грамотно поставить ТЗ и принять его, собственно, задачу. Окей, хорошо. Тогда мы поняли, что кодить сейчас глаза не горят. Тем не менее, там, условно, квалификацию ты не потерял и при желании сможешь вернуться и как-то перепрофилироваться на блокчейн реалии в случае, если тебе это будет необходимо. Хорошо, тогда Сергей Гирба сейчас это кто? Это прежде всего инвестор, я не знаю, абьюзер экосистемы, инфлюенсер. Кто он вообще? Трейдер? Как ты себя позиционируешь? Вот прям вот в данный момент начинающий инфлюенсер по крипте и криптоинвестор. То есть я на споте инвестирую, на фьючах я не торгую. То есть ты прям живешь с рынка? Да, но выплата раз в 3 года.
Там нет аванса получки, да, помещения? Да, такого нет. То есть, так как вот просто исторически посмотреть, я там 2 цикла пережил, то у меня как бы окэшивание это раз в 3 года. То есть, по сути, циклично. Слушай, То ну есть, это очень интересно. Мало найдешь людей, которые живут с рынка от цикла до цикла. Ты можешь вот уверенно сейчас на камеру сказать, что да, я живу от цикла до цикла, и у меня получается распределять там свой инком вот таким образом. Правильно? Да, все правильно. Просто, ну, я как программист как бы могу все посчитать. И, допустим, когда происходит процесс окэшивания, я знаю, сколько я трачу на жизнь, и могу спрогнозировать даже с учетом инфляции примерно расходы на всю медвежку, оставить, допустим, запас какой-то на инвестиции, вот, какие-то развлечения. То есть можно это все примерно рассчитать. Конечно, там бывают форс-мажоры, когда там ты тратишь больше, да, вот. Но в любом случае, да, я рассчитываю, понимаю, что вот так я могу. Вот. А между делом, если там мне скучно, тогда уже там могу чем-то еще позаниматься. Ну да, это мы тоже обсудим. Но давай все-таки к основе. Я хочу немножко тебя здесь помучить, потому что, да, инвестор от цикла до цикла, мы далее тоже об этом поговорим. Я там, допустим, не сильно трейдер, не сильно верю в ритейл-трейдинг, но я в целом верю в инвестиции, и в том числе в инвестиции в крипте. Хотя, конечно, там есть поправки, во что, в какие активы, как ты это делаешь. Но классно, что у тебя получается. Сколько циклов ты пережил? 2 полных. То есть я пришел именно в крипту в начале 2017-го, то есть это еще до булрана того года. Вот. Ну и вот 2 цикла полных, то есть пережил. Смотрите, человек пережил 2 цикла, он живой, неплохо себя чувствует, даже Да. зарабатывает на этом. Ничего себе. Класс. Ну, я теряю в других местах, об этом тоже поговорим. Смотри, я, когда готовился к подкасту, залез в твой профиль, там есть такая у тебя есть бот, как бы бот, назовем его бот-визитка, да, наверное, правильно будет сказать, как бы, который делает интродактори по твоему ресурсу, по каналу и по тебе, в общем, и целом. И там было написано, что, значит, на первом бычьем цикле ты не прогорел, а заработал примерно 1000% депозит с overall, и примерно 2000 на втором цикле. Вот углубись поподробнее. Это же 10-20 иксов к депозиту. Нифига себе. Это к депозиту, но тут как бы вопрос в том, что у меня депозит не миллионы долларов. Я как бы... Да это не важно. Мы же не говорим про сумму, мы говорим про результат. Да, на самом деле результат мог быть гораздо лучше, я столько раз ошибся, то есть я вообще не понимаю, возможно, то есть есть здесь доля удачи, то есть такая тоже все равно. Ты не ошибся, ты купил опыт, мы вот так вот, ну да, то есть в процессе все равно там в 2017 году это там я раскидывал еще помимо того, что просто с рынка покупал монеты, я участвовал в этих ICO-шках. То есть, а там был такой принцип, ты берешь, грубо говоря, $1000, по $100 раскидываешь в 10 проектов. 9 умирает? Да, 9 умирает, один выстреливает так, что он окупает эту 1000, и еще сверху тебе несколько тысяч прилетает. Примерно как в мемкоинах на тоне. Да, то есть это раньше, сейчас мемкоины там всякие, а раньше были ICO-шки. Да, вот. да. И по такому принципу все равно удавалось какой-то кэш забрать. Но это как бы не гигантские суммы, то есть там... Но все равно вот я проинвестировал. То есть именно своих денег, если я вот заносил в рынок, это порядка 300-400 тысяч рублей. Вот. И остальное дальше крутил. То есть в моменте оно, конечно, там было больше, то есть я мог больше с рынка забрать. Но я ошибался, то есть по пути. Нет, какая разница? Дело не в абсолютных цифрах, в относительных величинах. Ты зашел в свой первый цикл, ты учился, ты воспринимал информацию, и тогда, когда 90% людей просаживают свой депозит, ты вышел в плюс, ты получил положительный экспириенс от первого булрана. То есть смотри, значит, давай если вот сконцентрируемся на нем, на первом цикле, основными как бы трендами, по которым ты шел, были ICO и была покупка каких-то спотовых монет на рынке. А что ты покупал, можешь сказать, на том цикле? На том цикле вот лучше всего отработала Cardano. Конечно, это ADA, я ее нашел, когда она еще особо нигде не залистилась. Ну, я тогда почитал там white paper, все это изучал внимательно, и меня что-то вот она впечатлило. И вот оно появилось на рынке, я помню, по 3 цента. Вот. И в итоге оно долетело, в тот цикл был $1 с чем-то. И то есть это много иксов, но из-за того, что не такие большие суммы туда инвестируешь, да, то есть к общему депу это не дало столько же иксов, сколько там, то есть я же all-in не заходил в Cardano, да, то есть это просто какая-то часть, но она дала там тоже серьезный буст. Ну, а так, конечно, еще там эфир, биткоин, в те времена лайткоин был, то есть какие-то на слуху, Dash монета была, тоже хорошо росла. Но, в принципе, было такое ощущение, что растет все.
Что бы ты ни кинул, когда там пошла именно Палку в землю. бычка, то есть растет все, просто монет очень мало на рынке, и какая-то новая появляется, сразу приходит достаточно ликвидности, чтобы ее унести наверх. Как ты тогда анализировал актив? То есть меня что интересует? То, что ты сейчас говоришь, это больше похоже на фундаментальный анализ актива, да? То есть ты не теханализ проводил. Да. Это первая часть вопроса. И вторая часть вопроса, какой твой риск-профиль? То есть ты составлял портфель из 10, 20, 100 активов, как ты равномерно распределял по ним депозит, или как ты работал с риском? На первом цикле был хаос, можно сказать, у меня. То есть я так как учился и влезал во все подряд. То есть системности не было? Не было какой-то прям точной системности. Это уже как бы после прошествия там 2 циклов ты понимаешь, что там что тебе дало больше результат, на этом ты сосредотачиваешься. Вот. А так в моменте как бы происходил хаос, там могло быть в портфеле там 30 каких-то монет, вот, половина из них там просто умерла, и, то есть ты же на все там новые монеты, все появляется, все это куда-то в портфель накапливается. Но тут важный момент, что я вот всегда все, кто ко мне приходит, я говорю, никаких кредитных денег, никаких заемных только денег. Только собственные средства. Только свои, и лучше пусть это будет меньше, и так, чтобы там не страдала от этого семья. Верно. То есть из-за этого как бы я заходил небольшими суммами, это то, что образовывался излишек. Я понимал, что если я сейчас, у меня здесь не получится, я просто потеряю эти деньги, и буду жить дальше. В принципе, я программист, я все равно зарабатываю. Есть расхожее мнение, что надо заходить в крипту теми деньгами, которые ты не боишься потерять. Это аксиома, с которой... в принципе, я вот ее соблюдал, возможно, поэтому я и остался в рынке. А многие не соблюдают это. Но тогда ты продолжал работать, я правильно понимаю? Да, параллельно. Когда наступил тот момент, когда ты себе сказал, я готов обеспечивать себя и семью исключительно с рынка? Собственно, это был январь 2018. Нифига себе. Довольно быстро. Довольно быстро. Да, потому что суммы выросли, я посчитал, прикинул, сколько мне надо, чтобы часть отправить в путешествие, часть отправить в офлайн бизнес, вот, и как бы, чтобы еще осталось. Вот, и по такому принципу решил попробовать пойти в офлайн. Ребята, это очень важно, назовем это правильной диверсификацией, да, активов, это круто. И Сергей сейчас сказал, действительно, базовая вещь, она абсолютно правильная. Да, это вроде база. Я вот тогда как раз в тот момент читал литературу по бизнесу, смотрел YouTube, про предпринимателей очень контент мне заходил. Просто обычный классический какой-нибудь офлайн бизнес. И я вот тоже думал... ты вытаскивая деньги с рынка, решил их капитализировать в офлайн сразу? Да, у меня была мысль, то есть там либо ты покупаешь там себе квартиру, улучшаешь там жилищные условия, грубо говоря, и либо пробуешь себя в бизнесе. И у меня был такой посыл, что, я насмотрелся бизнес-молодости и всякого такого. На самом деле там, много по ушам ездит. По факту я там согласен. как бы... единственное, они заряжают на мотивацию. Это они делают хорошо, вот, это хорошо. Истории про успешный успех. Да. А так в целом там все равно больше 90% там прогорают на всем. И вот как раз я все это насмотрелся, проанализировал, и у меня был какой посыл, что я сейчас попробую в разные бизнесы, зайду как инвестор и буду получать пассивный доход. И у меня изначально была мысль, что там за крипто я буду следить, но сейчас я понимаю, что там что-то пошло не так, потому что все там летит куда-то вниз. Нужно, наверное, пока там сделать паузу. И вот как раз на эту паузу пойду в офлайн бизнес, попробую себя, посмотрю, что из этого выйдет. Переложиться. Да. Ох уж это сладкое слово, пассивный доход. Мне кажется, пассивного дохода не бывает. Не бывает, Он всегда должен быть активным. Надо работать. И мой посыл был, в принципе, еще такой, чтобы сделать так, чтобы этот бизнес офлайн мне приносил так же, как я получал программистом. И я дал себе на это как раз где-то 1,5 года. То есть у меня был такой план, то есть я его придерживался. Вот. Чтобы, офлайн бизнес приносил, уравнять, свой достаток с наемной работой, с этим, чтобы можно было со спокойной душой. То есть я отложил столько денег, сколько, так сказать, зарабатывал и программистом себе наперед на 1,5 года. Вот. И при этом как бы было такое понимание у меня, как будто, что я сейчас вот вложу в бизнес, и после этого он будет приносить мне доход, и вот там через 1,5 года он раскрутится, этот бизнес, будет мне приносить уже такой доход, что я смогу нормально жить. Тоже финансовое планирование, без всяких шуток. Да, вот. И, это все в 2018 году? Это 2018 год, да. Очень быстро ты умнял, конечно. Вот, это 2018 год, и я пошел по пути такого, что начал искать друзей, знакомых, кто что планирует открывать. Потому что у меня не было какой-то там стартаперской тусовки, бизнесменов рядом. Я просто искал по своим.
Вот, у меня вот как раз друзья открывали кальянную, собирались открыть по франшизе Мята. Вот. Ну, известная. Известная франшиза, да, и туда инвестировал часть, потом салон красоты, это открывалось, тоже там знакомая хотела открыть, я решил проинвестировать в это дело. И еще была такая тема квизы. Может, знаешь такое? Это в барах собирают? Вчера буквально мы видели, да, Ром? Целая кафешка там с квизами была, да? Причем ты не представляешь, это отвлекаясь от темы, я такого давно не видел, там огромный зал здесь на выходе, и забит народом, они все играют квизами. Да, и у меня вот квиз как, у меня просто локально в Серпухове есть очень хороший продукт по квизам, Мозгомания. И у меня была такая мысль, что я могу к ним прийти и помочь им с масштабированием франшизу на всю Россию. И при этом я еще сходил на какие-то конференции, ходил по предпринимателей в Москве, и нашел там ребят, которые тоже хотят сделать квиз. И у меня была мысль, что они вот в Москве, сейчас мы как бы отдельно их запустим, но потом можно это объединить. Сметчить одно с другим. Сметчить одно с другим, быстрее масштабироваться. Вот такой был То есть 3 направления, соответственно, салон красоты, квизы и кальянная. Ты решил диверсифицировать те активы, которые ты скрипты, так сказать, заработал. Скрипты, подчеркиваю. Да, скрипты. Ну вот ты говоришь, нормально ты поднял скрипты. В каждый из этих бизнесов, знаешь, надо. Ну это миллионы рублей, это не долларов. Но какая разница? Это ты заработал с ничего, да, там, зайдя, как ты говоришь, 300 тысяч рублей, ты получил капитал достаточно для того, чтобы его диверсифицировать по 3 направлениям. Это успех, это история успеха. Ну, как... В определенном смысле, да. В определенном смысле, да. Окей, хорошо. Так, заходишь ты в офлайн в 2018 году, что происходит? Печаль. Печаль? Да. Столкнулся с реальностью, вот, как работают все бизнесы и какие там есть проблемы. Так. Значит, с кальянной. Там друзья открывали, которые у них тоже не было опыта в бизнесе. Они любили курить кальян и решили открыть кальянную. Вот. Ох, это разница большая. Вот. Что-то, знаешь, я люблю есть равиоли, но это не значит, что я их хорошо готовлю, да. Да, вот, ну все равно как бы пытались, там было настроя, то есть я деньги занес, и еще там один друг тоже деньги занес, ну и другой друг просто как операционкой занимался. Вот. Открывали в Коломне, вот, то есть еще такой момент, что чтобы денег меньше инвестировать, лучше выбрать не Москву, потому что в Москве высокая аренда, вот это все. Да, порог входа выше. Я пошел по регионам, вот. И в тот момент ты находился в Серпухове, да, я правильно понимаю? Ты еще не переехал в Москву? Нет, я в Москву уже переехал. Я переехал, да, в 16-м, 15-м, в конце 15-го года. Окей. То есть я уже в Москве был, да. И, соответственно, они на локацию поехали открывать. Я к ним приезжал, либо там были там на созвонах, либо я к ним на месте приезжал, смотрел, как там кальянная открылась, как идут дела. И там, ну, начинаются проблемы, что заключили договор аренды немножко неправильно, собственник решает выгнать, а мы уже там как бы сделали ремонт, нам нужно переезжать. Вот. Потом проблемы с персоналом, который ворует деньги там из кассы, там постоянная текучка, там только ты там что-то вроде какой-то кэш пошел, вот, какие-то проблемы возникают, и по сути ты не видишь даже там каких-нибудь там даже 50 тысяч рублей тебе не прилетает с этого бизнеса, то есть ты просто как кинул деньги, и все, они там заморозились. Я понимаю. Вот, уходит. И в итоге, ну, кальянная сгорела физически. То есть я, как бы, можно сказать, прогорел. Сгорела в смысле пожар? Пожар, в смысле пожар, да. То есть это было в начале 2019 года, то есть недолго просуществовало. Так, вот. Ставим крест. Что с салоном красоты? Салон красоты, мы там пробовали разные модели, как можно зарабатывать, а там либо субаренда места, либо с мастером делится доход. Вот. В итоге все равно свелось к субаренде, потому что это более стабильно, чтобы оплачивать полную аренду и субаренду мест. Но там вообще невысокие заработки. То есть оттуда там, если там и приходило, оно перекрывало, грубо говоря, аренду, и может быть там чуть-чуть там 5000 сверху. То есть вообще толка нет. Обычно сам мастер работает на месте, тогда у него есть. То есть мастера-то нормально там, может, зарабатывают, а я там как совладелец этого всего ничего не зарабатываю. Вот. Поэтому с Саней, с тем, вот, с кем мы открывали это, я просто и продал оборудование, которое внутри, и как бы ушел от дела. Я понял, что как бы здесь как бы ловить нечего,
плюс постоянно идет давление с администрации города, то есть постоянно какие-то проверки, постоянно что-то хотят, на меня зарегистрировано, ко мне все это идет, какие-то отчетности, там в субботниках участвовать, там и всякое такое, в субботниках не участвуешь, к тебе проверка, то есть, и постоянно... В крипте в субботниках участвовать не приходится. Да, Это, то есть это плюс еще это офлайн, то есть оборудование, там может что-то сломаться, там трубу прорвало, еще что-то, и вот это как бы... Ты вытащил свое по итогу с продажи или нет? Нет, не вытащил. Тоже чуть-чуть в минус ушел? В минус ушел, да. Окей. Вот. Остается история с квизами. Кстати, с кальянной деньги мне вернули потом, потому что я заключал договор инвестирования, но деньги возвращали там спустя 4 года. То есть они уже обесценились. Да, вот. Вот. Но они как бы возвращались, просто я не стал ни судиться, ничего. Я понимал, там просто пошли суды, еще сделали виноватых как бы нас за вытяжку, вот это все. И как бы, получилось так, что как бы деньги обратно я вернул, но спустя там 4 года. Ну, понятно, да. Вот. С квизами какая история, значит, случилась? Они пошли там делать этот торговый знак, чтобы потом это распространять, все это. Туда я совсем немного занес, но был готов занести еще больше. Вот. Но случилась такая проблема, что локальный продукт не масштабируется. Все завязано на конкретных людях. То есть они вот ведут шоу, у них все прекрасно получается, все отлично работает, но как только ты пытаешься это масштабировать, сразу упирается в других людей, вот это все, и как бы, там как бы дело не пошло. Я оттуда там часть затрат, которые ушли на эти там знаки, там небольшие вообще затраты, как бы на них как бы забил, часть вернули. То есть. И получается, поимев такой, опять же, опыт в офлайн-бизнесе, ты подумал, а давай-ка я обратно лучше в крипту вернусь. Да, за крипто я в принципе наблюдал, я всю медвежку я просто смотрел, то есть я по сути был в кэше в офлайн-бизнесе. Вот, а в крипте там какие-то копейки остались, чисто там что-то лежало. Вот. Чисто посмотреть, что там происходит. Хорошо, и начинается второй цикл у тебя, правильно понимаю? Да, второй цикл. Но как он, знаешь, как начинается? Там же еще вот из-за того, что я прогорел, как бы начало 2019 года я встречал как бы в негативных эмоциях вообще. То есть там и в принципе там я пошел работать дальше программистом. Вот, потому что я понимаю, что, шаг назад, ладно, потом будем как бы лететь 2 выше. шага вперед, да. Да, прогорел, не получилось, моя схема не сработала, а у меня был такой план, что если не получится как бы наладить доход с бизнеса, то окей, пойду дальше работать программистом. В принципе, пошел дальше работать программистом, для меня нетрудно было там устроиться. Вот. И начал уже работать, и как и в прошлый раз, прям там на работе ты параллельно следишь за криптой и видишь уже, ищешь проекты, что там будет, что интересного появляется. И как раз тогда вот уже начал для себя что-то отсматривать проекты, за какими стоит последить. Я смотрел, в первую очередь, это все равно фундаментал, чтобы, надолго оно выжило. Хотя бы какой-то период это пережило. Тогда вот я нашел Polkadot, там вот Гевин Вуд из эфира, думаю, как бы нормально. За ним следил. Но так как у меня не было там каких-то там тайных раундов и прочее, то есть через VC не заходил, я планировал заходить вот чисто вот на бирже монета появится, тогда я с рынка и зайду. А сделай здесь небольшое лирическое отступление, но очень интересное. Мы уже поняли, что ты анализируешь фундаментально актив. Да. Как ты это делаешь? На что ты смотришь? Это очень интересно понять. Или смотрел тогда, например. Основатель, что он там делает, вообще какой у него по себе трек, то есть что конкретно делает эта технология, как она может помочь большему количеству людей дальше. То есть там тот же Polkadot, он предлагал там парачейны, лучшие скорости, вот это вот все. То есть вот что-то такое фундаментальное ищется, читается, то есть все эти документации технические посмотреть. Плюс сам как бы нажимаешь кошельки, там все это, я довольно быстро это все понимаю, как мне это несложно. Бэкеры, наверное, кто поддержал проект, да? Да, фонды, тоже смотрятся, но это немножко такой двоякий вопрос, потому что фонды там, они обкэшиваются там из раунда в раунд. Да. Вот. Больше все равно смотрю, что еще низкая цена, что капитализация невысокая, есть как бы куда расти. То есть если я вижу, что есть пространство для иксов, скажем так, то и проект хороший фундаментально, основатели хорошие, почему бы не зайти? Сразу опять же здесь остановлюсь на одном вопросе, пока мы не двинулись дальше по циклу 2021-2022 года. Смотри, когда ты оцениваешь, оценивал тогда с фундаментальной точки зрения активы, все было, все предельно понятно, то, что ты сейчас рассказал. Имеет ли место
данная стратегия в текущем более насыщенном рынке? Или сейчас ты уже не можешь найти такие недооцененные активы, за которыми известные фаундеры, интересные бэкеры, у них какая-то значимая технология и так далее? Или сейчас можно тот же самый подход применять? Можно этот подход применить, однако стало сложнее из-за того, что очень много проектов. Насыщенный стал. Очень, да, очень много. То есть просто оно стало сложнее. Окей, хорошо. Итак, значит, ты стал следить за рынком. Polkadot, что-то еще, может быть, тогда было интересное? Pond, Marlin проект такой. Вот видите, этого даже не слышал, не знаю. А у меня как было, то есть я также зарабатывал программистом, да, получал деньги, какую-то часть откладывал еще дополнительно, чтобы тоже закинуть в крипту. Вот. И я пошел еще по пути, что я в прошлый цикл там следил за какими-то каналами, уже куда-то подписывался, следил за всеми. Думаю, окей, я зайду сейчас в приватки, других там инфлюенсеров, так сказать, посмотреть. Я тогда не был инфлюенсером, просто... А приватки дорогие. То есть там была одна там приватка, вот я покупал $5000. Просто за вход, там пожизненный вход. Но я как делал? Я, допустим, слежу за каналом, он подает публичные какие-то сделки, и спотовые, именно важно, что спотовые. Я на спотовой сделке сделал, заработал эти 5000, и я как бы иду к нему и такой. То есть я делал так, не так, что я из своих взял. Я сначала попробую по его бесплатным сигналам что-то сделать, и если я на этом заработал, как бы дань уважения, вот тебе там за приватку я захожу, и уже отслеживаю, что он там пишет. Вот. Есть ли вообще смысл в этих приватках, как ты оцениваешь? Есть ли качественный контент в них? Есть. Да? Нужно фильтровать, и нужно иметь много приваток. Нужно иметь много приваток. Да. С одной нет. То есть если там долго следить за одной, у тебя еще деформация происходит, как бы ты видишь, как другой один человек видит. Да. Лучше отслеживать нескольких и делать комплексное, как бы свой так Dior, так сказать, сделать и уже принимать решения. За чьими приватными каналами ты следишь сейчас? Это Marketmaker, Леня Малолетов, Буба, и еще есть канал, как он, Billions, не помню точно название. Интересно, за Леонидом Малолетовым многие следят. Я думал, что он больше такой, как знаешь, инфлюенсер, нежели аналитик. Там, конечно, он зарабатывает на рефералках, да. Да. Вот. Но у него есть нормально, все равно он писал вещи, на которых как бы заработали люди, это как бы не стоит этого отрицать. Хорошо, так, и, соответственно, ты зашел во второй цикл, и у тебя получилось сделать 20 иксов к депозиту. Да. 20 иксов. И, вероятно, тогда уже были суммы покрупнее, да, имею? Суммы покрупнее, да. Понятно. Вот. И, соответственно, я как тоже заходил, а я же, это делаю еще как бы работаю и параллельно как бы закидываю. И у меня так получается, что я, когда, если что-то, у меня глаза горят, там, крипта, это как хобби мое такое, и я заражаю всех вокруг. То есть, что там на первой работе, когда я был, там всех в крипту заразил, вот, они уже следили за мной, там в личку писали. А второй раз уже, когда я уже тогда создал группу в Телеграме. Просто я туда добавил всех своих еще с первого цикла. И тот, кто на втором ко мне присоединяется, потому что мне уже было неудобно. Friends, Family, Fools. Да, потому что в личку уже писать слишком много людей, как бы, а ты пишешь одно и то же. Я говорю, я создал группу, вот сюда подпишитесь, я буду здесь, грубо говоря, приватка, но публичная, пока обо мне никто не знает. Вот, и люди подписались, начали просто следить. И как раз-таки вот там в этих приватках, там я смотрю, там говорят, есть инсайт, нужно еще доплатить за инсайт. Я такой, надо поучаствовать, то есть попробуем. Вот. А инсайт тоже дорогой, то есть там, для понимания, $8000, просто чтобы тебе дали информацию. Обалдеть. То есть это такие деньги делают, вот инфлюенсеры, это просто... Меня всегда, подожди, вот этот момент, меня всегда удивляет это, я не могу ответить на этот вопрос. Вот смотри, есть у тебя, предположим, инсайт или рабочий инструмент, да, там, у меня этот вопрос также к тебе был, но вот раз мы коснулись этой темы, у тебя есть, собственно, золотая лопата, зачем продавать ее кому-то, я не знаю, для чего это делать? Используй свой инсайт по максимуму собственным капиталом. То есть мне кажется, что продается то, что не работает, разве нет? Частично. Но все-таки они же все равно получают еще комиссию, плюс они же как создают ликвидность. Допустим, на монете появляется ликвидность за счет инсайда, потому что крупняк заходит, и это отражается на графиках. И уже потом подключается ритейл, там цена идет выше. Да. То есть вот этот вот инсайдерский колл, он дает в моменте приток крупной ликвидности.
которые замечают боты и все вот это вот дальше по цепочке. Но просто эти инсайды могут и не отработать. То есть есть такая вероятность. Там. И вот там первый инсайд я зашел, заплатил $8000 тогда, думаю, ну, жаба душила, но думаю, ладно, я не пробовал ни разу, давай попробую. Вот. И я делал как, что я купил инсайт, я туда тоже вкину деньги. Вот. Но так как у меня образовалась мини-комьюнити. Ты разбил расходы на всех, что называется. Я просто сказал всем вокруг, так сказать, все, кто рядом, есть инсайт, я в него захожу. Если вы хотите, я вам могу просто так сказать, без $8000. Но вы мне 15% от чистой прибыли просто скинете на кошелек. Нормальная схема. Ну, то есть монетизация моего телеграм-канальчика небольшого. Нормально. Вот. И то есть таким вот путем вот сделал, зашел в этот сигнал. Первый сигнал была монета VRX. Вот. Сигнал типа гарантированно X2. То есть точно будет X2, а дальше как пойдет. Вот. Ну окей. Ну раз инсайт, заходим побольше. Туда закидываем. Надо же отбить вложение на сам инсайт и еще и сверху заработать. Вот. И как бы закидывается инсайт с задержкой, но отрабатывает. То есть получается, что происходит это, срабатывает тейк, а нам как бы сразу сказали, где ставить тейки. Ну понятно. Все. Инсайт отрабатывает, но еще тут такое случается, что это монета, а мы брали там что-то ниже, что-то, если не ошибаюсь, около там в районе 10 центов стоила монета. Ну и там типа тейк на 20 центов, да, то есть такого формата. И тут мы как бы довольны, у нас срабатывает инсайт, мы заработали, радуемся, и эта монета улетает на $6. Офигеть. То есть если бы просто не вынул и там не поставил тейк, то просто там миллионы долларов доходности могло бы случиться. То есть это просто такое дичайшее фомо все испытали, то есть это, ну то есть... А кто знал, что так получится? Безусловно. Вот, далеко не факт, что как бы, такие еще цифры попробую удержать, когда ты там увидишь на балансе, там не зафиксироваться. Вот. И как бы... Поэтому и происходит ошибка. Да, тот, кто зашел вместе со мной, потому что не все же захотели зайти в инсайт, что-то закинуть, но все равно кто-то закинул, мы заработали. И уже когда появляется, типа, сейчас будет второй инсайт, уже больше людей пришло. То есть, ну, увидели, потому что другие заработали, давайте зайдем. Второй инсайт не отработал. То есть, а еще случилась такая ситуация, что новички, вот когда в крипту заходят, они заходят как бы all-in в одно место. Да. И они увидели, что тот инсайт отработал четко. Они такие all-in во второй. А я как делал? Я с инсайда заработал, и по сути той же суммой захожу в следующий инсайт. А то, что я там заработал, я перевел там в эфир, в другие какие-то монеты более нормальные. То есть, и я понимаю, что если там он даже не отработает, я все равно при своих-то я останусь. Да. Вот, а я так, ну, просто возможность больше заработать. Вот, плюс там получить какой-то процент, если там все там, ребят мои тоже заработают. Вот. И вот второй инсайт, он не отработал, например. А люди уже залетали, они уже крупнее, они там некоторые, кто там на первом все взял. Он, грубо говоря, all-in, все, что заработал, перекидывает в следующий инсайт, чтобы разогнать деп, так сказать. Вот это разгон депозита. Да, разгон депозита. И это как бы ошибка. Вот. Тогда, кстати, как раз с Камилем познакомился. И так, получается, так возникало твое комьюнити, правильно? Да. Из этой группы по итогу разрослось то комьюнити, которое сейчас у тебя. Ну, не совсем верно, потому что это все-таки малый круг людей. Тогда было, ну, грубо говоря, человек 50 в группе. Вот, это самый костяк. Но это костяк, у которых там есть деньги, желания, то есть, но это не такие прям киты, там, миллионеры, там, миллионы долларов, но там могут быть там десятки тысяч долларов депозита там у каждого, вот. Ну да, такое вот образовалось комьюнити. В общем и целом, на бычьем цикле ты участвуешь во всех активностях бычки или вот все-таки спот это основа, а все остальное это так? Я участвую во всех, но основу я кладу в спот. А то есть я, например, я выделяю 90 там, ну, или 80% кладу в спот, на 20% выделяю для того, чтобы залезть во все там мемкоины, какие-то IDO появлялись тогда. Ну, что-то новое, вот, что появляется по тренду, или какой-то сигнал там вижу, там во всех приватках выдали, окей, поучаствуем, мало ли что выгорит. То есть я как бы все исследую, все новое, интересное ищу и пробую. Ну, то есть ты делишь свой депозит по классике на консервативную часть и рисковую часть. Но, опять же, в этой консервативной я, например, там не храню биткоин, потому что, ну, как бы, получается, что на это нужно, ну, считают, большие капиталы все-таки нужно, чтобы хранить биткоин.
То есть, а когда у тебя депозит там до 100 тысяч долларов, как-то, ну, не очень актуально, интереснее там залезть в какой-нибудь Polkadot или еще что-то такое, у кого апсайд выше, или даже, то есть я использовал как самый фундаментальный актив, это эфир. То есть я в эфир заходил тогда где-то 300-400 долларов, вот точка входа была, вот. И в итоге выходил по нему где-то 3500-3800, то есть вот за цикл, да. То есть это вот именно на таком вот консервативный, так сказать, подход. Ну, даже в этом, например, цикле биткоин заперформил лучше, чем многие альты, на самом деле. Да. Окей, хорошо. То есть спот основа и все возможные... А под всеми возможными активностями ты подразумеваешь там и дропы какие-нибудь, да, вот эти все истории? Да. Но я не занимаюсь мультиакингом. Я получал дроп оптимизма, арбитрума на несколько кошельков. Но я просто исследовал. Просто делал какие-то транзакции, что-то делал, смотрел, как это работает, чтобы быть в курсе. Просто еще какое такое есть видение у меня, что если будет что-то разгоняться и там придет туда ликвидность, то нужно заранее понять, как работает инфраструктура, чтобы в момент, когда будет колл, ты мог быстро это сделать, потому что скорость решает. Вот. Поэтому я во все нажимаю, кошельки создаю, что-то делаю, а там дроп прилетит или нет, неизвестно, но мало ли прилетит. Что-то сделаем, прокрутим пару аккаунтов. А такого вот прям, чтоб сибил, там нет, такого я не делаю. Все, понял, я понял. Хорошо, по анализу актива мы определились, то есть ты используешь как бы фундаментальный анализ. Логика построения портфеля, ну, плюс-минус понятно, там 80/20 дробим. Под консервативными активами в этой 80% части там подразумеваем такие монеты, как эфир, например, да. Вот. Какие еще есть у тебя вот моменты логики построения твоего портфеля основного? Я смотрю, ну, сейчас вот цикл более сложный для меня. То есть я вот вижу, например, сейчас я исключил все L2 решения у себя. Все L2 решения? Да. Я долго думал вообще, стоит ли их брать. Сначала думал, что, ну, вообще как бы, может, и стоит взять. Я могу и ошибаться. Вот. Но я смотрю, какие там раздутые капитализации, что фонды уже все заработали. То есть нету пампить некому. Пампить некому. То, что там говорят, что там токены залочены, но они на OTC там по цене в 2 раза ниже перепродаются все на вторичном рынке. И они уже с иксами перепродаются. И обычному ритейлу увидеть там много иксов не получится. Ну, то есть я не вижу как бы к этому пока предпосылок. И лучше искать что-то такое, чего там... Либо низкая капитализация, нормальный проект, и там есть какой-то еще, может быть, инсайт, ты знаешь, что там что-то произойдет. Либо искать такие, там, даже, может, и с высокой капитализацией активы, но на которых ты понимаешь, что там есть какая-нибудь система халвинга или что-то подобное. То есть ты видишь, что будет дефляционный какой-то механизм. И общий хайп. То есть там вот сейчас есть тренды, там искусственный интеллект. Вот. И там один из проектов, там, BitTensor. Ну, вот, хороший проект, там есть халвинги, то есть там как бы сложно добываемый, можно сказать. Вот. И поэтому, вот, например, он есть у меня в портфеле. То есть такого рода активы. А вот там L2, там выходит, как будто каждый день новый L2 выходит. Зачем их столько? Сейчас там еще дропы раздадутся, там скролл готовится. То есть ради дропов, да, может, там поучаствовали, у кого не побрили, те получили, хорошо заработали там. Вот. Но как инвестиции я особо смысла не вижу. В текущем цикле какие бы ты мог активы отметить интересные? Ну, в принципе... Да, инсайт. Инсайт. Да. Ну, как такового, наверное, Not BitTensor мне нравится. Ну, Subsquid. Вот. Мне его, так сказать, тоже коллега по крипте показал отчет, и я там углубился, почитал, посмотрел. Есть такой проект Graph Protocol, наверное, слышал. Да, Graph, конечно. Вот, который, ну, по сути, это поиск по блокчейну, индексация блокчейна и поиск по нему. То есть различные ресурсы могут этим пользоваться. А что такое нейросети? Нейросети — это обработка огромного объема данных. Да. Для этого как раз нужны такие индексаторы. И если Graph Protocol — это как монолитное строение такое, то Subsquid — это более современное, но то же самое, более современное модульное решение. Капитализация там сейчас очень низкая, там на уровне там, 50, что ли, миллионов долларов. У того же графа там 1,5 миллиарда долларов. Есть как бы куда расти, но при этом это high risk. Если у них не получится в маркетинг, то это может отлететь, несмотря на то, что эта технология очень хорошая. Да, это понятно. То есть, ну как бы с точки зрения там технологий, как там все сделано, выглядит очень хорошо и привлекательно.
А вот смогут ли они подтянуть часть с рекламой, посмотрим. Но здесь может сыграть общий AI-нарратив, то есть когда вот сейчас... Он же еще общемировой не только в крипте, то есть нейросетки в целом развиваются. Поэтому это просто может по касательной задеть и также и крипту. И все проекты с приставкой AI как бы летят вверх. Они уже там... Но это смежные миры крипта и AI, да, хотя технологически разные, да. Но они почему-то очень сильно... Не почему-то, а по понятным причинам очень сильно соприкасаются. Тем не менее, активы, названные тобой, ну, например, я их не знаю, к сожалению, они все же не на поверхности лежат. Как ты их находишь вообще? Откуда инфа поступает? Знаешь, те же самые приватки, о которых мы говорили. Это приватки, это личное общение с людьми. То есть хожу, знакомлюсь, как бы базу нетворка расширяю. Плюс смотрю, наверное, все подкасты, которые можно про крипту, кучу интересных людей. То есть все это слушаешь, воспринимаешь, потом как бы сам лезешь, изучаешь. То есть, ну, нет такого, что там тебе сказали, вот заходи сюда, и я пошел и зашел. Нет. Как бы сначала пойду, сам почитаю, изучу. Если это действительно годное, тогда могу зайти. Если нет, могу просто отнести это. Сейчас плашечка такая должна побежать. Do your own research, да? В этом да. Ну вот я сам свой ресерч делаю и как бы захожу так. Интересный поинт. Хорошо, я знаю, что у тебя, то есть мы поняли логику портфеля плюс-минус, мы поняли, что ты сам выискиваешь интересные активы, расширяешь нетворк, обучаешься, ну, сам обучаешься, там, смотришь какие-то материалы, приватки и прочее. У тебя есть своя торговая стратегия, да, по которой ты входишь. То есть, если мы определили актив, нужно найти точку входа. А точка входа – это уже торговая стратегия. Давай про нее поговорим. Да. Она у меня базируется в целом на модели Stock to Flow от аналитика Plan B. Что это? Эта модель, в принципе, ну как, если просто она отражает... Мы тут знаем только чашку с ручкой и смарт мани. Нет, здесь она просто отражает, что биткоинов добывается как бы все сложнее с каждым циклом. Она отражает, смотрит на все халвинги. И вот сколько биткоинов в рынок выпадает и сколько есть входящих людей, чтобы купить. И математически пытается рассчитать цену. И она очень как бы зависит вот от халвингов, очень сильно. То есть, потому что халвинг — это уполовинивание дохода майнеров, соответственно, себестоимость меняется добычи этого актива. Увеличивается, то есть. Ну да. И в принципе, если там взглянуть на эту модель, у меня там на канале она представлена просто картинка, там, так сказать, простыми словами. Там она точками рисуется. Там, когда появляется как раз синяя точка, это типа удачная точка входа. То есть, если исторически работает эта модель смотреть, это как раз выпадает она на медвежий рынок. Вот. И потом еще красная точка, когда загорается это прям перед булраном. То есть сейчас вот, например, загораются красные точки. То есть, несмотря на то, что сейчас идет негатив, там все летит куда-то вниз, загораются реально вот сейчас красные точки. Точки входа. Что сейчас надо заходить. И то есть ты смотришь на цены, там даже если вот я зашел, неудачно, там цена дальше идет вниз. Но просто нужно на дистанции ждать. Потому что в моменте ты прям дно не поймаешь. Ну, то есть это надо быть очень счастливчиком, чтобы словить это дно. То есть первое, это для более терпеливых, это зайти в рынок, когда синие точки. То есть там, да, вообще там вот был... Биткоин был $16 тысяч, когда оно синим горело. Как раз было очень удобно. Вот. А сейчас вот красные горят, как будто перед булраном. Но она рисует очень высокие цифры в ожидании этого булрана. То есть там $400 тысяч за биткоин. Я, если честно, пока не особо как-то это верится. То есть выше 200, может быть, да, там как-то сквизанет. Выглядит очень высокое, но тут для меня 100 — это сильно оптимистичный прогноз, на самом деле. Ну, тут как будто, оно же работает еще с ускорением, то есть на всех бычках есть ускорение. То есть сейчас мы просто как бы хай чуть-чуть переписали, но не было ускорения. То есть которое вот даже X2, например, на биткоин там от прошлых хаев это 140. Да, такого мы не видим. Рынок же работает по принципу «ваши ожидания, ваши проблемы». Ну да, не факт, что что это будет, но вот модель так рисует. И можно на нее посмотреть, что, окей, допустим, 400 не будет, но даже если будет 200, все равно это там бустанет рынок очень сильно. Очень сильно. Очень сильно, причем возникнет такое фомо у людей, они в биткоин уже не хотят заходить, они пойдут во что-то, что подешевле. Потому что просто общий хайп начнется, как было из бычки в бычку, так происходит. Понятно. И вот за этой моделью отслеживаю, и в этот момент, консервативно, конечно, заходить по ней только в биткоин, потому что она от него строится. А более рисково это как раз вот просто в этот момент негатива найти вот какие-нибудь новые активы, новые монетки
и в них зайти. И подождать, ну, примерно сколько может идти? 9-14 месяцев. Секундочку, она строится для биткоина. Дальше производя допущение, что биткоин это как как-то флагман, leading gap, да, то есть да. он натягивает, соответственно, там, вверх, да, в нашем случае, натягивает резиночку, и за ним отскочит весь остальной рынок, да, то есть он флагман. Да. Ты проецируешь это на все остальные активы. Но здесь есть момент, что сейчас тот самый гэп между натягиванием биткоина и другими активами, он, мне кажется, по времени увеличился, это пункт А. А пункт Б, безусловно, я-то не профессионал в этой части, потому что я зашел фактически в крипту в 2021 году, там, 2021-2022. Получается какая ситуация, что когда ты говоришь, что синяя точка была на 16500, на FTX, на всех этих, да, на страшных ожиданиях, сейчас биткоин будет 12, сейчас все рухнет. Сильное отклонение по модели случилось. Тогда, собственно говоря, я вот пытался свои там первые спотовые покупки делать, и сравнивая текущий рынок с рынком тем, у меня почему-то общее ощущение, что рынок сейчас настолько переоценен по сравнению с тем, что было тогда, и тебя уже жаба душит по этим ценам заходить. То есть ты говоришь, что сейчас красная точка перед булраном и есть хороший ТВХ для многих активов, а я, который условно видел биткоин там по 16500 и там эфир сколько, $1000, 1100, да, думаю, а как заходить? И все, что могло отскочить, уже отскочило, как будто мы видели даже определенный мини-булран неплохой, причем и в альте, и в биткоине в основном уж, конечно, да, и думаешь, как это устроено, как заставить себя зайти вот сейчас в переоцененные активы, которые уже там многие отстрелили. Тут нужно искать новые нарративы, которые на рынках появляются, потому что они будут сильнее перформить на рынке. То есть, да, тогда там вся инфраструктурная, вот в прошлом цикле летели инфраструктурные проекты вверх. Тот же эфир, там Polkadot, та же Cardano и L2 решения. И L2, вот. Но L2-то еще не отлетались. По сути, в каждом вот большом цикле 4-летнем есть промежуточный. Вот ты застал промежуточный цикл. Это когда, совсем уже на дно там на FTX улетело все, и происходит как бы такой отскок. Вот этот отскок ты, возможно, принял за булран, но по факту это просто отскок одна. Да, он может быть серьезный, там в момент какие-то активы дали там иксы, единичные истории там нарисовали сотни иксов, вот, но ты их не угадаешь, их слишком много, да, то есть это удача, если ты какой-то такой актив поймаешь. И ты вот этот момент застал. А вот сам булран, который происходит, он очень резвый, быстрый, ты просто будешь не успевать заходить. То есть если действительно начнется сейчас такое на рынке, это вот очень сложно будет еще потом зайти психологически. То есть ты сейчас вот видишь эфир, сколько он, 2500 стоит, да? Да. Он сейчас буквально за неделю 5000 стоит. Ты будешь в него заходить? Нет. Нет, не будешь. Вот, а ритейл побежит заносить. Вот. На фома. На фома. И он будет 5, 7, 8, 10, там, 15 тысяч долларов. А ты не зашел. То есть, иными словами, ты считаешь, что прямо сейчас в моменте, потому что есть очень расхожая точка зрения, я ее сформулирую крамольно, но по-русски, что булрана в этот раз не будет, вот как факт говорю, что все, что могло случиться, уже случилось. Да? И вторая точка зрения, которая, так сказать, является производной из первой, что заходить уже во что-либо поздно. Ты, как человек, которому точно стоит здесь прислушиваться, пережил 2 булрана, сделал иксы, все четко. Ты считаешь, что еще не поздно что-то найти и зайти? Нет, не поздно. То есть, причем можно даже ошибиться, то есть даже в тот же эфир по 2500 зайти, и потом удивиться, что он вырос там на 15. То есть я считаю, что не поздно. Вот. Просто единственное, что из-за того, что вот я не верю в такое, как называют в этом цикле, переливание из биткоина в альткоины. Тут какая ситуация? Что добавили ETF-инструменты, понятно. И крупный игрок, он скупает биткоины себе и держит. Куда он будет переливать? Зачем ему это переливать? Ему не надо. Плюс ETF на эфир появляются. Да, то есть там BlackRock выкупит себе там биткоин, эфир, он себе на балансе это будет хранить. Там обычные люди там через инструменты классические зайдут в крипту, будут у себя хранить, видеть на балансе, что у них как будто бы есть биткоины. Но при этом BlackRock'у нет никакого смысла, грубо говоря, взять и перелиться в атом. Это бессмысленно. Абсолютно. Вообще бессмысленно. Конечно. Я считаю, что рынок просто вырастет на другом. Что в момент, когда отстрелят сильно биткоин, возможно, вместе с эфиром, у людей просто проснется фома, и они начнут искать все подряд на рынке, вот новое, что там есть, и туда понесут деньги. И тут выиграет те монеты, которые грамотно подстроятся
и в маркетинг хорошо умеют. Появится, возможно, какой-то еще новый проект, который мы еще даже не слышали. То есть всегда на Bullrun что-то новое может так внезапно появиться и пойти стрелять. А люди любят новое. То есть они сейчас посмотрят, там, предыдущие там циклы были какие-то монеты, там, Litecoin, например. Да кому он нужен, как бы? Он уже свое как будто отжил. Давайте что-то новое. Вот. Да, это точно психологически люди заносят деньги охотнее. Они будут психологически нести в новое и то, что дает зеленые свечи. А когда они смотрят на график, там он укатался, все внизу, как бы туда никто не идет, об этом никто не говорит, ну, они туда и не несут деньги. А рынок стал очень как бы широким, и ликвидности как бы запампить, как там в 2017 году весь рынок, сразу весь, не хватит. Вот, поэтому отстреляется только часть альткоинов. Безусловно, когда там бычка, может, и фундаментальные тоже дадут там свои пару иксов, там тот же DOT, там сейчас сколько, около $4, да, ну окей, он станет стоить там $12. И то не факт, но может быть такое вообще запросто. Также он отстреляется, и там, ну, скажут, что вот он дал иксы. Но по факту это там 3 икса, а если там человек был засажен, он там покупал в среднем где-нибудь там по $7, у него там, может, и 2 иксов не будет от его точки входа. Понятно, потому что да, и он расстроится. А новые участники рынка, которые идут, они раньше вообще не видели, допустим, крипту. Просто с нуля пришли, зашли в какие-нибудь новые активы и увидели иксы там бешеные. И радуются. Хорошо, вернемся к торговой стратегии немножко. Значит, ты сказал, что она проецируется на биткоин, и она, получается, завязана на какие-то индикаторы, да? Ты также ее отсматриваешь или как это происходит? Есть просто сайт, где там отображается она прямо в реал-тайм. Как еще раз название стратегии? Stock to flow. Да, есть как бы сайт, можно прямо туда зайти и прямо видно, что сейчас, какой она прогнозирует примерную цену. Но опять же, не значит, что она и в этот раз сработает. Да, это просто гипотеза. Да, это просто гипотеза. Вот. Еще индикатор, на который я смотрю, это Hash Ribbons. Это он отвечает за капитуляцию майнеров. То есть, в принципе, исторически он неплохо работает на больших таймфреймах. К нему тоже можно присмотреться. Ну и плюс общий негатив, то есть когда ты видишь, все летит в трубу, никто как бы криптоскам в очередной раз, вот, и как бы ты видишь, что никто никуда не несет, все плохо, тебе там пишут, все, я вышел в минус 50, что-нибудь такое. Пора покупать. Вот, и я такой, ну ладно, пора. Пора заходить. Да, значит, пора. Окей, хорошо, смотри, мы поняли про стратегию, про спот, про циклы, давай немножечко перейдем к твоей деятельности на YouTube, да, то есть что для тебя YouTube, Telegram, какую цель ты преследовал, создавая каналы, то есть для чего ты это делал, не знаю, там, доступ к KL с раундом, получение ранних аллокаций, самореализация, возможность как-то поговорить с аудиторией, что, не знаю, монетизация ее, что для тебя YouTube? В YouTube, так сказать, просто в медийку я пошел, вот как раз это органически, можно сказать, выросло, потому что в первом цикле была маленькая группа людей, во втором цикле больше, ну и как бы следующий шаг — это уже пойти рассказывать всем в массы про крипту. Так как я там в крипте давно, связи уже есть, и я примерно понимаю доходность инфлюенсеров. И я решил попробовать для себя сделать, так сказать, медийно, выйти и тоже на этом заработать. То есть, как бы, да, просто и банально. То есть, это дополнительная капитализация меня. То есть надо, ты говоришь честно, открыто, дополнительный источник дохода. Дополнительный источник дохода. Согласен ли ты с тем, что инфлюенсеры — это основные бенефициары всей криптодвижухи? Ну да, они же рекламируют все, но все подряд. Хотя по конференциям я вижу, что, знаешь, аудитория делится на две части. Первая — это разрабы, которые бегают по всяким венчурным фондам, по инвесткомпаниям с криками «дайте денег, у нас классная идея», с протянутой рукой постоянно. И инфлюенсеры, которые приезжают, у них съемная ламба где-нибудь в Дубае, у них хорошие часики, они чувствуют себя хорошо, деньги им не нужны, все кайфово. Хотя для экосистемы, конечно, они кроме хайпа, ну, они не строят, они не билдят продукты. Окей, хорошо, я понял. Какая основная тематика твоих ресурсов? Как бы ты их сам идентифицировал? Сейчас про тон. Но это именно сейчас. То есть, как все пошло. Так как я проанализировал, как, в принципе, работают алгоритмы YouTube, канал вот новый. Я его создал в феврале, 0 подписчиков, что снимать? Если снимать контент, который там про классические инвестиции, там, во-первых, очень высокая конкуренция, во-вторых, нет хайпа, и никто это сейчас не ищет, особо не интересуется. И поэтому я выбрал экосистему Тон и про нее рассказывать, потому что на хайпе и в YouTube много роликов появляется на эту тему. То есть это для меня такой буст.
То есть, чтобы с нуля органическую аудиторию новую привлечь, ну и познакомить с собой. Дальше уже, может, там что-то еще будет, кроме тона. То есть, ну, сейчас основной идет вектор — это тон, тапалки. Я погрузился в это все глубоко. То есть, вот как после ноткоина вот эта вся первая волна прошла, вот эти пресейлы, мемы, вот это все, я также везде там все закидываю, смотрю это все. Вот, и как бы пошло дело. Еще такой вот ход делаю, что если выходит какой-то проект, там тоже на тоне, я снимаю про это видео, я иду и это видео расшариваю в комьюнити, чтобы они поддержали. В комьюнити проекта. Да. То есть они меня не просили, допустим, не платили, ничего. То есть там такой вот, например, с мемкоином Дурев случилось. Я просто взял, снял видео, пришел, показал. Они устроили рейд, Ютубу нравится, как бы у меня просмотры растут, подписчики растут. То есть и это дает буст. То есть это вот так, как бы, ну просто я как бы пытался как бы бустануться на YouTube с нулем, то есть просто вот без вложений на органике. А вот как выехать, если нужно снимать то, что в тренде? Ну, в крипте в тренде. Вот. Это вин-вин, ты сам додумался до этого или тебе подсказали? Сам. Интересный способ. Это вин-вин ситуация. Ты получаешь органическую вовлеченную аудиторию, да, живую. Да, живая. А, соответственно, проект получает релевантный контент для себя. Да. И плюс еще это я делаю как? Я, по сути, делаю пример рекламного кейса. И в будущем, если приходит проект, я говорю, могу сделать так. Да, я понял. Но за деньги. За деньги, да. Да. Все, я понял. Интересный момент. Так, хорошо. То есть тон и Telegram — это вообще, как ты считаешь, это драйвер или один из нарративов текущего Bullrun? Один из нарративов. Один из нарративов. Да. То есть, ну, у меня просто некая профдеформация, я там живу в мире тон Telegram, вот в этом как бы вакууме сферическом, что называется, и у меня мир как бы сфокусирован именно там. Ты считаешь, что, ну, хайп немножечко переоценен, да, что тон и Telegram — это, безусловно, важный нарратив, но там не единственный как минимум, да, в этом был ранее, и, может быть, даже не самый главный. Будем честны, в Телеграме нет миллиарда пользователей реальных. Активных реальных пользователей. Там у каждого там по несколько аккаунтов, есть куча ферм, и вот это вот мне как раз не нравится, что очень сильно накручивают метрики. То есть я не против, я вижу, что тон в целом растет. Это как бы хороший рост. Но пусть он лучше будет органическое. Зачем ходить там по всем конференциям и говорить, что у нас там миллиард пользователей, если их реально нет? Если бы был реальный миллиард активных пользователей, то там уже просто цены бы в космос улетели, и ликвидности там на всех мемах было бы столько, там больше, чем на Solana. То есть я вот не вижу этого миллиарда вообще ни разу. То есть по ощущениям, ну, 150-200 миллионов может быть и есть, но преимущественно СНГ и, так сказать, когорта нищей аудитории. И одной и той же, да, переливающейся между проектами. Да. Есть такой момент, что новые деньги приходят, тон слабо, ТВЛ бустится, к сожалению, не так, как мы... Нет, безусловно, давай так. Не, он безусловно они пришли. Растет. Да, если мы посмотрим за последние полгода, что произошло, это капитальный рост, наверное, экосистемы, но мы ожидали большего, и действительно для людей, которые работают в тон Telegram, ощущение конечной ликвидности, оно есть. Оно есть, да, причем я же... И еще, что вот удивительно, ни Telegram, ни тон не проконтролировали как бы уровень скама. Я это так называю. Что подразумеваешь здесь? Смотри, после ноткоина пришла новая ликвидность. Причем пришла не только с дропа от ноткоина, но пришли люди, которые заинтересовались этой экосистемой и были готовы потратить деньги. Создавались пресейлы, мемы. И я видел, так как, например, на Ton Raffles на площадке есть ревка. И по ревке там тебе процент от пресейла капает. И я прям видел, как угасали выплаты. То есть сначала люди пришли и понесли деньги. И там на небольшом канале, там, а за пост все равно могло мне прилететь там, по $500. То есть ты думаешь, ну, деньги есть, хорошо, пусть он развивается. Но эти все токены, они как выходят, скамятся. Плюс даже там официальная реклама, это Telegram Ads, пропускала дрейнеры. То есть ты заходишь в Anon, в группу Анона, там реклама дрейнера. И ты такой, ну, а новички же пришли. Они жмут там на все подряд кнопки. И, соответственно, тем более мы объяснили, чем ты активнее жмешь, тем ты больше получишь по итогу. Да, я понял. И вот какого-то прям жесткого контроля, он как будто у них точечно выборочный какой-то. То есть там какой-то проект, вот сейчас там как раз сегодня, по-моему, Ракпул сделали клоуны. Клоун сегодня ракпулся? Да, вот. Тоновский, который не там еще. Да, клоун Тон. Я за ним много следил. Да. Ну, то есть, ну, видно откровенно, туда просто заводят людей, там просто, ну,
При этом там StoneFi поддерживает это. То есть, по сути, они как бы залистили, никакой метки, что это скам, осторожно, там, никакого делистинга не производили, то есть этого ничего нет. Продолжайте, покупайте, а там еще они модифицировали контракт, чтобы с комиссией он был. По факту, Да, ну, как знаю, бы для дексов, ну, как бы, ну, что вы делаете? То есть... Это было похоже на Honeypot, когда они запускались, можно было да. купить, но нельзя было продать. Но здесь есть определенный... Я не буду излагать свое мнение, потому что я близко работаю с дексами в тоне, это не будет, наверное, неправильно с моей точки зрения. Но если абстрагироваться от этого, то основное мнение дексов на этот счет заключается, что мы не должны как бы влезать в историю с токенами, потому что, ребята, децентрализация, мы предоставляем равные возможности каждому прийти, залить пул, и как бы получить торгуемый рынок. Вот. Но, безусловно, то, что ты говоришь, объем скама в экосистеме, он достаточно большой. Завершая здесь поинт про ликвидность, ты сказал, что она конечна. Если помнишь, был такой интересный пример. Мы такие вот, когда еще, значит, пресейлы хайповали, там могли собрать по $1 миллион, $2 миллиона, там был токен Jesus, был Shitcoin, кто-то еще, да, которые собирали через частные лаунчпады, а частные лаунчпады — это экс-бывшие проекты, которые помогали новым собрать кассу. И мы такие вроде видим, ну да, лаунчпады работают, и тут какой-нибудь Water на Solana 50 лямов собирает. И падает потом в такой же скам. И мы думаем, нифига себе, вот это кардинальная разница, да, в ликвидности, которую люди могут занести. Хорошо, ты затронул интересную тему, прям вот ты сейчас в мою специфику копаешь, где я работал, тема пресейлов. Считаешь ли ты, что они себя на то не оправдали? Если да, то почему? Если нет, то почему? Что сработало не так? Они не оправдали, недостаточно ликвидности. То есть получилась какая ситуация, что людей загнали в один мемкоин, потом выпускают следующий от следующего вот блогера, да, там по блогерам сначала. Да, все верно. И люди просто продают предыдущий, идут в следующий, в надежде забрать там какие-то иксы. И получается картина... В итоге теряют на каждом из них. Но они на каждом теряют, и по такой цепочке они теряют постоянно деньги. И вот столько много итераций проходит. А еще надо такой момент, тоже который многие упускают, что в этот момент, когда идут пресейлы, параллельно развивается новая волна тапалок. То есть, по сути, пресейлы идут в ожиданиях дропа от тапалок, которые пошли после ноткоина. И то есть человек, он как бы пока он тапает, и там еще дропа нет в каких-то тапалках, он участвует в пресейлах. В пресейлах его побрили, он уже недоволен. А в тапалках ему не насыпали? А в тапалках, да, они еще там были в процессе, непонятно было. А потом как раз вот их всех перебрили там N раз в этих пресейлах, они приходят к тапалкам, пора там дроп делать. Где наш дроп? Вот. И начинается такое, что там был такой проект OnChain, там, мне там как инфлюенсеру, хотя там много людей привел, там типа $15. А людям там вообще какие-то там центы, и их вывести невозможно. Да даже я свои $15 не смог вывести. Или там проект Sprinter, может, знаком так с таким. Тоже там я был там в топах инфлюенсерских, там у меня была расширенная ревка, вот, и тоже мне как бы ничего не насыпали. То есть вообще, то есть ты 2 месяца просто рекламируешь проект, тебе даже как инфлюенсеру ничего не сыпет. А что уж просто работягам как бы вообще ничего нет. Спасибо, в ЛС написали? Вот, да. И у них негатив нарастает, и поэтому даже на YouTube там видно тренд, что сначала все радуемся, заходим в тапалки, потом идет как бы, типа там, что-то хайповое пишешь, там, докс, скам и прочее, потому что и люди подхватывают, это нравится. Возникают вопросы к Блуму, а где там наша биржа, почему ее до сих пор нет, вот, где дропы. Вот, Пиксель там тоже... When drop, sir. Да, вот эти вот. И негатив накапливается. Вот. Он, конечно, накапливается там до следующего какого-нибудь удачного дропа, да, там, например, у доксов был относительно удачный дроп. Конечно, он не совсем идеально он прошел в плане клейма, там тон прилег, но в целом как бы выше ожиданий, там, выше моих, например, ожиданий он вышел нормально, так хотя бы можно еще жить. Но из-за того, что у людей накопился негатив, даже такого дропа недостаточно, чтобы вернуть доверие. Согласен. Вот. И они уже все равно так немножко с подозрением следующие проекты какие-то смотрят, которые там новые выходят, и, может быть, даже раздадут что-то, но уже меньше играют, меньше активности. Она там в моменте появляется, допустим, дроп раздали, там, докс. Все пошли быстренько там, открыли, что еще есть хорошего, там, этот Empire X, по-моему, туда пошли. Маск, да. Вот, сейчас там новое появилось, Dagators. Да, вот, да. То есть в новое пошли. Я уже не слежу даже, настолько вот. Много прошло. Ну, то есть они появляются, но есть какие-то топовые, которые там точно что-то раздадут, но вопрос там когда и сколько. А сами проекты, они торгуют трафиком.
между собой мертвым. И еще тут такое есть, постоянно что... его удешевляет. Да, но он дешевый трафик, он бесполезный. У себя я пытался запартнериться, чтобы мне тоже часть трафика налили в ТГ-канал. Но после 2 заливов я принял решение, что я больше не буду ничего заливать, потому что нет никакой конверсии. То есть конверсия платежеспособная, она там 0,5%. Да, это не мотивированный трафик, качество низкое. Качество конечно, очень низкое. Конечно. Вот. И наверняка ты заметил, что там в тех же там ноткоинах и там Блуме рекламируются в основном мемкоины, причем на Солане, уже на Солане, да, то есть не на Тоне. И казино, там, беттинг, ставки. Потому что только высокомаржинальный бизнес может окупить те вложения, которые там, те запросы по прайсу, которые там высокие есть у ноткоина, у Блума. И как делается, что там перебрили всех на Тоне, и потом давайте переключимся на Солану. А чтобы на Солане токен быстрее залистить, нужно накрутить метрики. Для этого мы покупаем, чтобы через ноткоин все подписались на Твиттер, и с этим 1 миллионом подписчиков идут к биржам, их быстро листят. И там уже обкэшиваются. Да, потому что биржам важны именно количество пользователей, а не торговый объем важен. Да. Но тут еще важный point заключается в том, что для этих же проектов, не будем говорить крамольно, тем не менее, они вдруг почувствовали, что вот эти все рекламные интеграции, партнерства, интеграция через квесты, перепродажа аудитории, это и есть бизнес. И пилить-то продукт может и не надо, потому что отсюда капает гораздо больше. Да, и поэтому отсюда мы видим там оттягивание листингов, то есть когда они будут, то есть в момент, когда будет листинг, этот проект умер. Переключаемся на следующий. Да, у нас даже была такая шутка, а есть ли жизнь после ТГЕ? Назывался. Да, особенно после ТГЕ хомяка, да. Подождем, посмотрим. Когда он объявлен? 26 сентября, по-моему. 26 сентября. Да. На самом деле это может быть знаменательной датой, потому что если что-то вдруг пойдет не так, уровень разочарования в экосистеме может на самом деле такую волну поднять. Хейта по всему этому, по всей этой истории. Да. Окей, если нарратив тапалок, мы вот смежно его затронули, нарратив тапалок и параллельно нарратив пресейлов, это, в определенном смысле связаны между собой вещи. Пресейл это по большей части ноткоины, да, тапалки это play to earn, там фактически делай что угодно, чтобы что-то тебе насыпали. Они потихонечку, интерес к ним сходит на нет. Что приходит взамен или что сделать для того, чтобы, допустим, пресейл оживить в тоне, к примеру. Есть и негативный вариант, который я вижу, что вот эти все приложения и прочее может превратиться как приложение в ВК. Приложение и прочее, ты имеешь в виду вообще весь нарратив в Телеграме весь миняпов. Так. То есть, как и на Фейсбуке. То есть, они занимают какую-то свою узкую нишку, и там чуть-чуть крутится, вертится. Да, там деньги тоже люди там как-то зарабатывают, там кто делает эти игры, реклама. Очень важный point, то есть трансформации в суперап от того, что мы ждем, не произойдет. Я пока с вероятностью там 70% я что-то не вижу в это. Почему? Не идет. Потому что даже другие локальные игроки, другие мессенджеры также внедряют себе приложения. Там недавно был как раз анонс, что в Корее, в Японии там эти Kakao, Line, они также у себя внедряют мини-апы. Да. И, соответственно, Telegram... И интегрируются с блокчейном, с каким-то. Они интегрируются со своим блокчейном, естественно. Вот. И зачем им Telegram, зачем им Тон? То есть в принципе. Плюс сейчас еще нависла с арестом Павла ситуация, да, такая произошла. Ты думаешь, она повлияет каким-то образом? Она может повлиять негативно, потому что, дело может идти долго. Это еще удар, то есть крупные инвестора могут перестать нести деньги в Telegram, потому что это повышенные риски, когда основатель у тебя под следствием, неизвестно, что там ему предъявят. Даже если он там отобьется, может, он отобьется там через 5 лет. Это уже ты в парадигме IPO Телеграма сейчас, да, размышляешь? Да. То есть, и может там случиться такое, что Тон отсоединят от Telegram. Снова, да. То есть такой вариант тоже может быть. Только присоединили. Тон платежные средства, потом Stars уже костыль, теперь сейчас что-нибудь еще. Да, может быть такое. Но пока пока все-таки я вижу, что миняпы будут развиваться, и они больше будут такие утилитарные какие-то, то есть более полезные появляться. Да. И еще будут просто переносы, это Web2 игр в Web3 формат. Совершенно. То есть, в принципе, эти два направления, они сейчас будут существовать. Утилитарные вещи и перенос игрушек. Я бы даже здесь чуть-чуть поправил тебя, если позволишь, не то, что перенос Web2 игр из Web3, а перенос мобильного гейминга, он может остаться в Web2, не обязательно интегрировать в него Web3 инструмент, просто из
там Google Play Market и App Store в Telegram. Но хорошо, это ты сейчас сказал про нарратив Telegram App Center, а мне интересно, как это увязывается с парадигмой, все-таки мы из чего с тобой вопрос-то как бы вырастили, из Fairlaunch и из тапалок, что с этим произойдет? То есть тапалки умрут как класс в этом ключе? Да, да. Просто умрут как класс и Всё, будут да, заменены другими да. приложениями. Да. Хорошо, это понятно. Люди уже не будут ждать дофига насыпа, непонятно за что. Да. Хорошо, но пресейлы, они же есть везде. Сбор средств на проект. Если, значит, текущая схема пресейла доказала свою несостоятельность, как мы с тобой выяснили, и я с этим абсолютно солидарен. У меня, правда, другой подход, она математически несостоятельна. Ну, я не буду сейчас тратить на это как бы время, да. Вот. Что, как оживить ее или что придет взамен? Что делать с этим? Как собирать ликвидность с людей на проекты? Ну, когда подождать, пока вырастет новая ликвидность. Охотно, что? Да, потому что... Или начнется булран, и, как ты говоришь, будут покупать Ну, да, все, да, и даже всё жетоны. подряд, и тоны, жетоны, как бы, вот. То есть, а вот так вот искусственно, ну, не получается. То есть, если вот так реально вот посмотреть, то есть, у тона ядро — это СНГ, и оно им и остается. И как бы... Ну, декларируют они не так, и Декларируют стараются. они не так, Да. но по факту как будто это так. То есть, ну вот сколько я там не варюсь, такое ощущение, что вот там СНГ — это там 90% всего этого тона, Телеграма. То есть, Ну, комьюнити же теплое, клевое. Мы там с тобой активно общаемся. Комьюнити, да, да. классно то есть, же. весело, но все равно ну, не хватит ликвидности. То есть СНГ рынок не такой богатый. Да. И потом они же... И вот, например, сидит человек за рубежом и торгует мемами на Solana. У него они там постоянно выходят, у него там куча ликвидности. Зачем ему перепрыгивать в какой-то тон? Ну, то есть, если бы здесь в первую волну Fairlaunch нарисовали такие картины и графики с бешеными иксами, тогда бы он перешел. Но так как по факту там 99% все просто ушло в ноль, куда-то там обесценилось, то он смотрит, ну и зачем мне как бы переходить на этот тон? У меня тут на Solana там тоже 10 тысяч этих мемов появляется, но хотя бы какая-то часть из них улетает вверх. Ну хорошо, тогда ты сказал, что Да. инструмент для оживления пресейла вырастет новую ликвидность. Ну, то есть привлечь ее. Это привлечь, ну, вырастить я имел в виду прям физически, то есть новые люди должны появиться. Да, как? Как они появятся? Ну, подождать, как бы текущих студентов поборили, подождать новых. Но ведь момент-то какой, что когда появлялись, как ты говоришь, текущие студенты, значит, Notcoin сделал уникальную вещь, как бы к нему не относились. Да. Это абсолютно новый, я бы сказал, инновационный механизм был привлечения аудитории. Никто до этого не делал подобные вещи. Должно что-то опять произойти такое, подобное, интересное, новое, что взорвет рынок и привлечет новых, как ты сказал, Да, да, или школьников, да. которые сегодня, кстати, пошли. Да. Сегодня все криптоинвесторы пошли в школу наконец-то, Да, поэтому рынок упал, потому что надо в столовый пирожок купить. Да, я про это говорю. Вот, то есть все-таки привлечение новой ликвидности на чем будет зиждиться, на чем оно будет основываться? Хайп, то есть мне кажется, вот этот поезд, который вот первый был, его неудачно обработали, и сейчас большая проблема, чтобы привлечь новых или завлечь тех, кто уже как-то коснулся. Сейчас рядом с тобой нужно поставить гифку, где вот этот хомячок его подвешивают бедного, Да, и вот этой его... машинка его сбривает. Как бы да, вот здесь как бы Да. побрили, ну какая-то аудитория все равно осталась, а еще многие не удивляют, знаешь, какому моменту в Notcoin пришли еще люди старшего возраста, которым крипта вообще до лампочки. То есть это люди 50+, наверняка в чатах, где-то в комьюнити видел, что такие встречаются, они там активно пишут. Да что там мы MLM, там с пирамиды целые по складам. Вот, но тут еще такое, что им эта крипта, она вообще не нужна. Да. Они просто как бы пришли сюда там поиграть, да, им что-то насыпали, им дети помогли это как-то вывести, но они не становятся активными пользователями блокчейна и не побегут в пресейлы закидываться. Это абсолютно правильно. Мы откроем здесь секреты, Да. мы опять здесь солидарны, хотя это крамольное мнение. Значит, основной задачей Notcoin и прочих тапалок был онборд новой аудитории. Эта новая аудитория пришла, но это была изначально далеко не Web3 аудитория, и она не стала Web3 аудиторией. Вот Да, она не конвертируется. То есть у меня, например, я своей маме Notcoin дал, она заработала денег на Notcoin. Вот. Ну как, то есть там 14 тысяч рублей у нее вышло, то есть она там периодически заходила, что-то нажимала, но она же не стала активным пользователем крипты, я просто ей помог вывести это все, потому что она не знает там, куда нажимать. Но зато в метриках в метриках она отобразилась как будто активный там пользователь, все там сделал, все хорошо. Вот.
И еще вот такой еще хотел дополнить момент, что вот эти все Notcoin, Bloom, Dox и прочее, они немного усложняют работу новым инфлюенсерам. В каком плане? Они регистрируют под себя на свою ревку аккаунты на биржах. Да, и пылесосят всю эту аудиторию. То есть сейчас это выжженное поле, если я сейчас сниму ролик про какую-то биржу, у меня не будет рефералов. И даже вот биржа там приходит, там пропиаренность, турнир какой-то или еще что-то, а я понимаю, что если я сниму ролик, уже все перерегистрированы. Согласен. Ну то есть, а зачем? Финальный вопрос все-таки про тон. Что сейчас поделать в тоне обычному юзеру, чтобы позарабатывать? Полудить в мемах. Полудить в мемах. Наверное, пока это единственный такой способ. Но это если есть формат high risk, то это high-high. Ну, это high риск, да. Вот. Такого прям... в какие-то в пулы закидывать особо люди не закидывают так вот массово. Ну, там с ревардами проблемы. Да, там с ревардами проблемы. Поэтому остаются здесь только мемы. Это ланчпады сейчас, которые там запускаются, наверное, там... Вот Bloom скоро запустит какой-то аналог Санпампа на троне, да? Вот что-то такое сейчас появится, там будет хайп, там будет там какой-то приток. Может, даже не приток новый, а просто активизация вот старые, которые остались еще на счету тона. Они пойдут попытаться их приумножить. Спасибо, Сергей, было классно, мне очень понравилось. Мы услышимся.